Привет, друзья! Вы на канале Swiss Stitch. Меня зовут Ирина, и это канал о рукоделии и вышивке крестом. И вы смотрите вышивальный влог. Здесь будет все о вышивке, будет немного личного. Я вам расскажу о том, о чем умалчивают доктора, и расскажу, как проходят мои будни. Будет интересно, оставайтесь со мной. Доброго вам воскресного утра, дорогие мои. Ну, чтобы вы понимали, 5 утра, еще ночь глубокая. Кто-нибудь объяснит мне этот феномен, когда ты можешь спать спокойно, долго, у тебя в 5 утра сна ни в одном глазу. Вот я этого не понимаю. Думаю, ну что, ладно бы я поздно легла, так нет, я легла в 12. Ну, короче говоря, спать не хочется, прищу хотя бы бисер. Вот вам покажу мой Just без бисера. Я закончила всю крестиковую часть, мне осталось пришить бисер. И мне осталось, вот здесь будет по центру цветочек. Значит, здесь написано белый цвет. А нет, вот белый цвет. Я хотела сказать, что белым цветом только цветочек пришивается. Нет, оказывается, и здесь же был немножко. Да, точно. Ну что же, сейчас пришью бисер, и цветочек будет готово. И покажу вам уже готовую работу. Тадам! Утро прошло плодотворно. Я пришила, как видите, вот здесь цветочек, бисерочек. Вот этот желтенький бисерочек, вот в серединке желтенький бисерочек. И вот такой красивый у меня получился Pansy Mix от Just. Вот здесь вот голубенькие, видите, это специально такие шовчики. Это не крестик. Поближе, может. Ну вот так красиво получается, и мне нравится, как выглядит на этой ткани, которую я сама погладила. Теперь мне надо достать рамочку и попробовать оформить этот кружочек в рамочку. Проблема в том, что я уже знаю по опыту, что в круглые рамы очень сложно оформить, ну, натянуть вышивку так, чтобы она была ровненькая. Ну, я буду стараться. Мне на этой неделе хочется повышивать вот сегодня и завтра как можно больше этого моего петуха в маках, потому что потом со вторника я, наверное, вряд ли успею, вряд ли буду вышивать до пятницы, дня 3-4 мне не будет возможности вышивать, поэтому я хочу сделать как можно больше за эти 2 дня. И сейчас прям, ну не сейчас прям, все-таки надо вставать и заниматься делами какими-то. Ну, собственно, сегодня воскресенье, не очень много занято. Лень мне было вставать делать зарядку. Вместо зарядки пришила бисер. Может, сейчас сделаю. До следующего включения. Ну вот и оформила я свои Анютины глазки. Вот в такой круглый. Собственно, была рамочка, а под рамочку подбирался дизайн. И мне кажется, он очень даже красиво смотрится. Натяжка, конечно, не идеальная, надо над ней поработать, но мне так хотелось ее уже примерить на эту рамочку, что я не могла удержаться и сделала, вот так сделала. Красивая очень рамка здесь, она с этой стороны бархатная, и все на нее цепляются ниточки. Такая подставочка. И вот у меня будет вот такое весеннее оформление. Осталось мне разобрать ниточки. Как я уже говорила, здесь 21 цвет ниток. Embellishment Pack. Его хватит еще на один отшив однозначно. Здесь очень много. Здесь даже есть, вот видите, даже есть цветочек. Они один запасной цветочек положили. И вот и
Так что, если хотите, можете на двоих покупать. Эмбелишмента пака вполне достаточно будет. Ну вот, одна работа в СП вышивальный разгул у меня закончена. Теперь мне надо разложить по местам ниточки. И все. Ну, красота неземная. Полюбуйтесь, как красиво получается. Столько удовольствия, 3 вечера, и смотрите, какое счастье у вас будет. И мне очень и очень нравится. Здорово получилось, красиво. И цвет, мне кажется, очень хорошо. Цвет ткани, которую я покрасила. Прелесть. Теперь вы долго ее будете видеть всю весну. Иду в парикмахерскую. Я, правда, месяц назад уже ходила в парикмахерскую, но мне не понравилось, как меня подстригли. Я, знаете, как из того мема, когда ее покрасили в синий цвет, она сидит, ей в парикмахерской показывает там с обеих сторон, как ее покрасили. Ну да, мне все нравится, да, хорошо. Потом приехала домой, одела шапку и сидит на диване, рыдает. Ну вот я из этой категории народа, которые, да, мне все нравится. Ну а потом... Конечно, я шапку не одеваю, но вот хожу с хвостом. Поэтому пойду к своей... Это я типа сэкономила денег. Я поехала в Италию, подстриглась, а не поехала к своей обычной парикмахерше. Ну вот, все. Скупой платит дважды. Такая симпатичная деревушка, называется Ранкаты, куда я иду стричься. Видите, у нас хвойные деревья очень сильно страдают, потому что летом слишком жарко становится. И они желтеют и засыхают. Видите, у людей розы цветут. 30 января. Цветные домики, где живет моя парикмахерша. И у нее салон на дому. Ну, что скажете, как вам моя стрижка? Ну, мне кажется, неплохо. Или это опять, когда у парикмахера хорошо, домой придешь, рыдаешь. Ну что ж, друзья мои, показываю вам, что мне удалось за вчерашний вечер навышивать. И мне удалось навышивать тут около 250 крестиков. Представляете, 2 вечера я вышиваю 500 крестиков на этом петухе. Я вам напомню, это петух в маках от Натальи Нагорной. Надежды Нагорной. И вам ставлю фотографию. И чтобы вы понимали, это одно перо в хвосте у петуха. И то даже, видите, незаконченное. Ну, мне нравится, как получается. Крестики ложатся ровненько. Видите, как бусинки прямо они здесь лежат. Ну, некоторые вот не совсем как бусинки, но в основном хорошо. Несмотря на то, что такой меленький аккаунт, трудно было вышивать вот этот светлый цвет. Вот этот. Но сейчас он как бы при свете дня нормально, а вечером при искусственном свете он как бы сливается с вот этой тканью и не очень удобно. Ну и очень много времени, как я вам уже говорила, занимает, конечно, перемотка этих ниток моих, которые я все перематываю. Кстати, я вам не показывала, какая красивая коробка у меня. Я сказала, что храню в коробке. Вот такая она красивая. Это там были печеньки, видите, вот здесь. Такие, это, наверное, немецкие костюмы национальные. Это мне Лариса Черновская подарила печеньки в этом. Какие люди продумали? Знаете, как бы здесь лежали печеньки? Здесь лежали печеньки в кулечке, чтобы коробочка не испачкалась маслом и было все чистенько, аккуратненько. Ну вот, смотрите, вот я намотала. И вот эта еще кучка лежит, ждет, когда будет она перематываться. Вот уже столько цветов задействованы. Вот в этом маленьком я не могу поверить. Ну ладно, вру. Тут штучки 3 были уже на бобинках, на таких. Но все равно остальное. Вот такие дела.
Сегодня я хочу, конечно, повышивать еще этот хвост, и у меня завтра есть немного совсем времени, а потом среду, четверг и пятницу я, скорее всего, не смогу вообще вышивать. Ну, об этом мы узнаем позже, так что оставайтесь со мной, и вы все узнаете, вы все увидите. Вон, видите, помощница у меня лежит здесь, пойте. Ну, реагирует, еще ухом как-то ведет. Смотрите, как у меня подснежники распустились. Какие красивые, такие нежные. На итальянском подснежники называются буканеве. Дырка в снегу, ну как подснежники, да. Но снега нет, но цветочки есть. Не под снегом, так очень красивые. Смотри. Прелесть. Друзья, показываю вам снова петушиный хвост. Я его чуть-чуть продвинула еще на 300 крестиков. И в итоге у меня здесь получилось чуть меньше 1000, там 900 крестиков, что-то такое. Ну и как видите, не очень это все заметно. Но да, здесь 1000 крестиков. И на этой неделе с вышиванием, пожалуй, все. А почему уже все? Сейчас я вам все расскажу. Я сделала вчера лазерную коррекцию зрения. И сейчас я вам расскажу всю правду о том, о чем вам не договаривают врачи, хирурги, которые вы идете делать. Короче говоря, вам обещают 30 секунд на каждый глаз, и потом ты безболезненно ничего не почувствуешь, и потом встала и пошла, и уже зрячая все видишь. Фиг вам, называется хрен с морковкой 2 раза. Короче говоря, да, действительно 30 секунд один глаз занимает, ну, 30-40 там, это да. Безболезненно, я бы не сказала, что это безболезненно, это, конечно, не зуб на живую выдергивать, но чувствуется, и при этом, при всем, это все мероприятие сопровождается запахом смоленой этой курицы, и ты понимаешь, что в роли смоленой курицы выступаешь ты, это тебя смалят, так сказать. Ну, короче говоря, потом заканчивается эта вся процедура, тебе ставят линзы, и ты ни хера не видишь вообще, все у тебя как в тумане. Ну, недаром же говорят, надо, чтобы был сопровождающий. Ну, например, я в машине приезжаю, на машине приезжаю, я уже машину вести не могу. Я приехала с мужем, муж меня подождал и отвез домой, потому что у меня все в тумане. И теперь 3 дня я должна носить эти линзы. Мне выдали кучу капель, там 4 вида капель, из которых один вид это обезболивающее. Мне сказали, только в экстренных случаях. Да, блин, каждые 2 часа экстренный случай у меня, потому что у меня сейчас в глазу бревно, и которое я вижу, которое я чувствую. И это капец какой-то. У меня, например, когда глаза закрыты, нормалек, а когда я моргаю, у меня такое чувство, что у меня щеткой по глазам проводят. Ну, короче говоря, и, соответственно, как мне этот хирург объяснил, поначалу, ясно, прошу прощения, у нас там работают, и еще долго будут работать, так что я не буду в каждом видео извиняться за этот шум. Вы должны понять, одним словом. Он мне сначала сказал, ты вначале будешь лучше видеть вблизи, а вдали у тебя будет так в тумане все будет расплываться. Ну, сейчас я могу сказать, у меня расплывается и вблизи, и вдали, и вообще. Еще один прикол, короче говоря, меня предупредили. После того, как сделают операцию эту, надо одеть солнцезащитные очки без диоптрий. Ну, за 20 лет, которые я ношу очки, естественно, у меня солнцезащитных очков без
в 3 нет вообще. И я такая думаю, да, в 5 вечера будет это интервенто, ну, операция это будет, уже будет темень, мне не нафиг не нужны эти очки. Короче говоря, сделали мне операцию, выхожу, а этот меня спрашивает, где солнцезащитные очки? Я говорю, да темно ж уже, а мне это, ну, медсестра объясняет, что не важно, что там темно, это для того, чтобы, типа, защиты, ветер, там, дождь или еще что-то такое. Но я сказала, что ни ветра, ни дождя нету. Мы пришли, сели в машину, муж мне дает свои солнцезащитные очки. Ну, его-то солнцезащитные очки, они ж на 3 размера больше, у него же голова огромная. У меня эти очки просто каждые 2 секунды съезжают на нос и норовят упасть. Так что вот такие новости, друзья мои. И я, пожалуй, это видео на этой, так сказать, ноте закончу, потому как показывать мне будет нечего, как я уже сказала, 3 дня. Я надеюсь, что только 3 дня, и потом я прозрею. И встретимся в следующем видео. Пожелайте мне удачи, и я вам желаю удачи. Если вам видео понравилось, ставьте лайк. И встретимся скоро. Всем пока-пока.